Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад неожиданности и сюрпризы июля. Давайте узнаем. У нас сегодня две колоды. Колода старинного пасьянса цыганского и колода Таро. И пасьянс у нас показывает как раз событийный ряд. То есть в действии что-то, меньше эмоций, но и в то же время мы рассмотрим наше-то отношение, как мы будем довольны, недовольны по какому-то вопросу на картах Таро, который мы достанем позже. Давайте узнаем, что же маленькие карты пасьянса. Какие события до конца июля видят для знака зодиака Близнецы. Будем реалистами, конечно. Любой прогноз, любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но если допустить, что, да, планируем мы одно, но в жизни бывают какие-то альтернативы, то, может быть, какую-то историю мы сможем просчитать на пару шагов вперед. Или, по крайней мере, морально будем готовы, подготовлены к тому, что, ну, вот иногда не все с точностью так, как мы хотим. Или наоборот. Ну, что-то же нам с вами подскажут карты. Я буду смотреть за совпадением значением. И вы, мои дорогие близнецы, смотрите также. Если я что-то пропущу, пишите, мы обсудим. Итак, будем смотреть, что же для вас. Ну, вот так вот прямо сразу. Семейное счастье для вас важно. Может быть, по части личной жизни какие-то вопросы вы как раз и сумеете решить. Это могут быть вопросы, связанные с вашим имуществом, с вашим домом, местом проживания. Вот все то, что в целом благополучие как раз и составляет. Безусловно, это могут быть взаимоотношения с вашим любимым человеком. Идем дальше. Вас могут либо отговаривать от чего-то, или, ну, по крайней мере, мы же все разные. Если кто-то сведущ или в курсе вашей какой-то истории, личная история, так вот, может высказывать, что нет, так поступать не нужно, надо как-то по-другому. Маска, скрытый враг. Тот, который затаился. Может быть, это подруги, друзья, кто угодно, или люди, которые буквально так вот в тишине, в тайне наблюдают, завидуют, не без этого. Поэтому будьте благоразумны и осмотрительны. Ведь когда маска выпадает, это всегда есть какой-то человек, который, ну, может говорить одно, транслировать, а по факту-то он думает совершенно другое. Давайте пойдем дальше, что нам еще расскажут. И тем не менее, якорь, уверенность, мои дорогие близнецы, вообще ничто не помешает ни вашему личному счастью, не помешает осуществлению каких-то намерений и планов или обустройству вашего дома. Все же якорь, как нельзя кстати, рядом находится с подковой, карта счастья, в принципе, достижений каких-то ваших планов. Но подкова в этой колоде пасьянса больше о личной истории говорит. Поэтому, если вы один или одна, прекрасное время, кстати, планетарно тоже, не сидеть в гордом сольном варианте, а как минимум продумать, где же я могу познакомиться. Ну, где-то так инициативу несколько в свои руки взять или подумать, вот что вас сейчас интересует, каким образом вообще, если жизнь где-то вы чувствуете, что я больше не хочу так, вот в таком каком-то одном ключе, значит, время менять. И опять же, планетарно. Что может быть лучше? Юпитер в вашем знаке, в первом доме гороскопа. И это говорит о обновлении нашего собственного «я», наших амбиций, честолюбивых планов и планов по части личной жизни в том числе. Смотрим, что еще совпало, пока с вами говорю. А вот смотрите, у вас есть какой-то очень важный человек.
как я сказала, подкова. Дальше у нас якорь и ангел. Вот есть, конечно, и скрытый враг, но есть и тот человек, который вам желает добра, кому вы можете доверять. Тот, который может как незримо присутствовать в вашей жизни, ведь у каждого по-своему, у кого-то люди могут быть на расстоянии в наше турбулентное время, у кого-то банально с командировками связана жизнь. Или бывает так, что это ведь не может быть как любимый человек, как ваш супруг, или буквально по части личной жизни. У кого-то это может быть самый ближайший родственник, который за вас переживает, мама, например, почему нет, которая всячески желает вам добра. Но вот у каждого по-своему, кто этот ангел в вашем окружении, как минимум, если даже вы не видите такого, то значит, это может состояться даже какое-то знакомство. И это точно какой-то сольный вариант следует закрыть. А вы посмотрите, есть тот человек именно, который, мои дорогие близнецы, это не ваши. Я, по крайней мере, вижу так больше. Выпадает череп и выпадает, ну, как олицетворение тревоги, наших сомнений, скрещенные мечи. Так вот, переживания и какие-то тревоги, сомнения. И рядом ангел. Так вот, вас как будто, знаете, как невидимая сила или действительно мысли какого-то человека, который за вас переживает, они для вас как ангел-хранитель, как высшие силы, благодаря тому, что человек к вам относится всей душой и желает именно для вас, чтобы вы были счастливы, какой-то полноты, вот наполненности этой душевной, эмоциональной, со знаком плюс желает. И где-то мечтает, чтобы все тревоги от вас ушли. Я больше вижу, потому что, посмотрите, прямо в одной плоскости у нас совпали эти значения, что есть такой в вашей жизни человек. И я повторяюсь, самое время не сидеть в одиночестве, а подумать, как изменить на что-то более вдохновляющее свою жизнь, когда рядом с вами будет человек, который может вас как и поддерживать, может искренне радоваться. Но если бывают и минусы в нашей жизни, значит, будет с кем их разделить. Какое-то известие у вас будет, мои дорогие. И я не могу сказать, что это известие. Ну, вот это может быть известие от любимого человека. Но вот теперь я могу сказать, это знаете как? Это кто-то и из вас, мои дорогие, близнецы, захочет буквально взять ответственность, вот как ангел, прообраз ангела-хранителя, за какого-то человека, который вам дорог. И, может быть, есть какое-то известие в течение июля, когда вы за него переживаете. Тут может быть именно то известие, когда, ну, у человека что-то пошло не так, и он будет с вами делиться. Или та какая-то данность, которая произошла, приключилась, и тоже вот мы на это не могли влиять. Потому что колокол, увы, это те события, которые застигают нас где-то врасплох. Но все равно в конце выпадает карта любви. И я еще раз повторюсь, самое время выйти или быть открытому миру, быть открытым знакомством. И это не просто слова. Ну, очень много, кстати, различных сайтов. Ну, какую-то, знаете, как работу над собой, если вы вот этот период одиночества у вас, мои дорогие, затянулся, то вторая половина года 2024 идеальное время уделить внимание самому себе или самой себе. Как раз быть счастливым, оставить какие-то тревоги, сомнения позади. У вас что-то может как раз кардинально измениться в течение даже июля. Может быть, ваша решимость сама по себе будет и означать перелом, как переломный момент. Есть ведь уверенность, понимаете? То есть можно построить вот такие надежно уверенные отношения. Но и если какие-то нюансы, шероховатости, сомнения, неуверенности или какие-то новости в связи с какими-то произошедшими событиями, мои дорогие
Близнецы, все равно все кончится любовью. То есть все как-то постепенно встанет на свои места. Правда, судьба у вас находит выход. Давайте на картах Таро. Неожиданности и сюрпризы. Что это интересно? Пусть нам расскажут. Откуда этот колокол? А вот может быть, знаете, как вот действительно по 8 жезлов иногда новость прилетает откуда ни возьмись. Или для кого-то из вас, когда может быть какой-то вопрос, вы сумеете решить быстро. Конечно, эта карта будет еще говорить нам о том, что в каком-то новом начинании, и тут чего угодно может касаться у кого-то работы, у кого-то, опять же, может быть по части знакомства. Так вот, если вы познакомились, может быть и недавно познакомились, ваши отношения начнут очень быстро развиваться. Кроме того, я могу переложить этот триплет карт с учетом 9 чаш на какую-то вашу трудовую деятельность, получение денег. У кого-то может быть в течение июля месяца крупная сумма. Все зависит от того, чем вы занимаетесь. У кого-то гонорар, у кого-то, может быть, купли-продажи какие-то. Но, по крайней мере, деньги есть и деньги будут. И самое время вот как для себя обновить как и себя, так и собственную жизнь, так и планы где-то на будущее. Не терять времени даром, мои дорогие, правда. Увидеть совершенно новые горизонты. Кто-то начнет, может быть, и новую деятельность, потому что, ну, как-то удачно будут складываться события. Да, вы сами от вашей активности в основном происходят добрые перемены, но вот тому, кто сам активный, пространство помогает, мои дорогие, это точно. Выйти вот, наверное, из такой вот 4 мечей, вот как интересно, я смотрю, друг за дружкой карты лежат, посмотрите, как интересно. Уже не поленюсь. 4 мечей, вот так вот. Свернувшись калачиком, девушка у нас находится в гнездышке. И вот как будто не трогайте меня. И не осталось никаких эмоций. Маленькое сердечко и то, оно на электричестве, от электричества загорается. Нет ничего, чтобы ранило. Вот какая-то пауза у вас заканчивается, и буквально следующая карта говорит, что вы уходите к своему солнцу. Когда выпадает, эта карта говорит, что мы искали какой-то выход, и мы его находим. И дальше ваша карта. Пусть меня смотрят мужчины и девочки, но король мечей может и для девочек говорить, что есть какой-то вопрос, мои дорогие. Хоть вы и прекрасная половина человечества, но который вам придется решать рационально. Может быть, отчасти с врачами связан. Или какие-то юристы, адвокаты, согласования, нотариусы, инстанции. Иногда это люди, вот врачи или те, которые работают в форме работают или с металлом, иногда военные, иногда высокое начальство. Для кого-то это будет означать, это ваш как бы взлет по карьерной лестнице и ваши возможности. Или, как я сказала, какая-то инстанция, но именно ваша карта и возможность осуществить вот этот какой-то квантовый переход. И туз жезлов – это не что иное, как решимость. Это вот вы окончательно в чем-то уверены. Как я буду действовать, и точно будете знать до конца июля, если были эти самые сомнения, как я действовать не буду. А все потому, что вы реалистом будете. Вы захотите, знаете, вот такое состояние «я устал бояться» или «я устал сомневаться». Я устал от того, что вот эти какие-то неопределенности тысячи в моей жизни присутствуют. Открыть глаза, ведь говорит карта. Вот эти самые страхи побороть. И сразу же у вас будет какая-то, как гештальт закрыт, какая-то подвешенная ситуация, мои дорогие, просто возьмет и решится. А по старшему аркану звезда, тут нет ничего невозможного. Кто-то, может быть, для того, чтобы познакомиться, купит путевку и поедет отдыхать. Или сам начнет путешествовать, пусть недалеко, в какие-то близлежащие города, районы. Наверняка даже и поблизости вы не везде были. Ну, как-то перемещаться. Карта говорит, сияйте, как звезда. Кто-то начнет менять имидж, менять себя самого. Ну, может быть и банально, девочки покрасят волосы. Или у кого-то здоровый образ жизни, почему нет? Или это работа в интернет и какие-то новые возможности, варианты. Может быть, с учетом новых технологий. Или добавить, если мы говорим популярности по этой карте,
когда, может быть, вы заведете сайт или о себе заявите, вот вы как профессионал, эксперт, вы что-то умеете делать лучше всех и о себе заявить, стать популярным, вам эти энергии в принципе помогают. И тогда нет ничего невозможного, вот точно. Тройка жезлов перед вами открывает новые горизонты, новые возможности. Вообще-то, по сути, я где-то об этом рассказывала. Я уже дальше не тяну, мои дорогие. Карта сила, мне нечего добавить. Да, сильная позиция, ну и девятка пентаклей. Все, собственно, с того, с чего мы начали. Деньги, перемены, какие-то карта самодостаточности, надежного финансового положения, как базу мы строим, и наперед мы будем уверены. Ну и праздник после победы, туз чаш, любовь и карта императрицы. Ой, еще и маг, мои дорогие близнецы, вот так бывает же, посмотрите, а все-то начать нужно всего лишь с того, чтобы вылить вот эти какие-то эмоции, как сомнения. У вас даже сама колода ложится так, чтобы вы в чем-то не сомневались. Неожиданности и сюрпризы, правда, неожиданности и сюрпризы. Если вы сталкиваетесь с какими-то неожиданностями, это для вашей большей уверенности. Или таким путем вас пространство, ну, пытается как будто вытянуть из какого-то замкнутого круга. Вот, между прочим, мои дорогие. Вы можете сетовать, что «О, вот тут сейчас на мою голову свалилось». А это вот такой метод, может быть, нашей судьбы, чтобы мы в каком-то заскорузлом состоянии не застряли. Итак, неожиданности. Рыцарь жезлов, какая-то поездка. К вам приезд человека. Иногда по этой карте проигрывается, что приходит известие, нам нужно быстро куда-то отправиться, согласовать. Может быть, согласовать что-то с документами. Одновременно может быть это вопрос и документальный, и денежный, мои дорогие. И плюс еще с какими-то высокими инстанциями. И карта говорит, куй железо, пока горячо. Некогда тут тебе как-то расслабляться. И будь готов к неожиданностям. Рыцарь жезлов, ему нравится этот драйв. Но все-таки жезлы, это почему я сказала, вопрос может касаться, ну, где-то денег или имущества, в конечном итоге тоже деньги. Карты живут своей жизнью, неожиданности, король мечей. Вот теми делами, которыми вы занимаетесь, или то, что в центре вашего внимания, как раз и появляются какие-то возможности, причем, скорее всего, не теми путями, вот как-то по-другому. Может быть, у кого-то в обход, а у кого-то наоборот, какой-то новой тропой придется пройти для того, чтобы осуществить что-то окончательно, мои дорогие. Неожиданности и сюрпризы, хорошо. С неожиданностями мы уже, в общем-то, разобрались, а вот сюрпризы... Какие приятности для вас, близнецы, до конца июля? Что доброго, хорошего, светлого, верховная жрица. Вот интересно, вы третий знак зодиака, которому я делаю этот расклад, и у всех верховная жрица. То есть, с одной стороны, это карта безусловной интуиции, или когда мы узнаем какую-то правду, или тайное становится явным. Это может быть и одновременно, что вы что-то будете скрывать. Есть какой-то момент, который вы не хотите придавать огласке. Может быть, эта карта свидетельствует о том, что кто-то учится слушать свою интуицию, и вы увидите, ну надо же, как много совпадений в моей жизни между моими где-то предчувствиями и тем, что произошло по факту. Будьте внимательны. Вот карта не говорит, ты не торопись. Вот тут как раз нужно дать пространству, времени, Вселенной. Если вы какой-то план себе наметили, и что-то у вас по какой-либо причине стопорится, ну, значит, это ваши такие энергии. Значит, для чего-то вам дается пауза, может быть, что-то обдумать. Или если какой-то вопрос не решился или можно решить другим путем, значит проанализировать и окончательно какое-то решение принять. Может быть, для кого-то это то, что вы о самом себе, или вам даже захочется, чтобы о вас люди меньше знали. Вот видите, так тоже может проиграться. Какие сюрпризы. Кто-то не захочет говорить о тех деньгах, которые получит. У вас может быть как предложение по работе, и вы тоже не будете настроены. Или, кстати, карта дает совет. Вот я об этом не сказала.
ты никому не распространяйся. Где-то король мечей, он умеет хранить молчание, умеет создать нужный момент, паузу какую-то. И по 8 пентаклей одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Что-то вы можете здесь согласовать. Но, возможно, придется еще много каких-то нюансов учесть, добавочную какую-то информацию найти, с чем-то разобраться. И пока вы все не расставите по местам, не стоит что-то предвосхищать. Или как о себе рассказывать, как вы видите, дальнейшее свое качество жизни. Может быть, не рассказывать где-то о своей личной жизни. Ведь у вас, посмотрите, начинается с чего? Нам показывают подкову, семейное счастье и карта якоря, что у вас, в принципе, сейчас сильная позиция. И тогда будет дважды, трижды сильнее, если вы об этом не будете распространяться. Помните, что счастье и удача и вправду любят тишину. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.